В прошлом видео я показал, как проверить время загрузки Linux с командой systemd analysis, а сегодня посмотрим, что именно тормозит загрузку системы. Напомню, что у нас Dell с Core 2 Duo на борту и Lenovo E15 на Ryzen 5000. Итак, смотрим на Dell. Вот у нас systemd analysis, и вот у нас он загрузился за 19 секунд. Смотрим на Lenovo наш systemd analysis загрузился за 23 почти секунды. Напомню еще, что у нас на Lenovo стоит Linux Mint 22.3, а на Dell у нас стоит на данный момент Debian 12. Так почему же у нас старый 15-летней разницы ноутбук загрузился быстрее? Ну, потому что разные системы. Потому как, если посмотреть с помощью команды system analysis blame, что же действительно грузит нашу систему. Вот у нас списочек пошел, как на Dell. Вот у нас списочек пошел на Lenovo. И того смотрим, что на Linux Mint, на Lenovo здесь гораздо больше всяких процессов происходит при загрузке. Есть одинаковые процессы, которые можно, кстати, отключить в принципе сразу. Вот у нас Network Manager Wait Online Service. Это у нас служба, которая проверяет наличие интернета при загрузке. И она занимает почти 6 секунд. То есть мы уже от 23 секунд загрузки можем сразу же отмести 6 секунд. Кстати, на Dell у нас происходит этот же процесс тоже, только он занимает 6,4 секунды. Тоже можем отключить. Так, ну на Dell еще вот смотрю, можно отключить exim4.service. Это у нас Linux создает, я думаю, что на Lenovo там тоже такая штучка есть. Linux создает свой почтовый сервер. Он нам в принципе не нужен. Сейчас мы посмотрим здесь. Где-то я, по-моему, когда-то видел. Но если он есть, то мы можем его отсюда отключить. Ну, в принципе, суть, я думаю, понятна. Просто Linux Mint, он более, это дистрибутив более графический. И, естественно, он загружает систему при загрузке больше, нежели Debian. К примеру, можно посмотреть мой старый ролик о обзоре Linux Mint 22.2, который я проводил на Dell. Так вот, у меня на Dell загрузка Linux Mint происходила 3 минуты 36 секунд. Вот насколько он тяжелее оказался для старого ноутбука. Здесь, в принципе, ну, там разница в те секунды как бы особой роли не играет для большинства. Но как бы все же. Вот поэтому я на Dell потом поставил Debian 12. Хотя он для простого пользователя, как для меня, он более заморочистый, нежели Linux Mint. Я дольше с ним морочился, чтобы привести его в красивый вид, такой как Linux Mint, и чтобы он так работал. Но тем не менее, он работает быстрее, нежели Linux Mint. А на Lenovo, в принципе, на Ryzen 5000 я этого даже практически не отличаю. Наверное, отдельно запишу шотс, как я ускорю процесс загрузки на обоих вот этих вот аппаратиках. Ну а на сегодня, в принципе, я думаю, достаточно. Всем спасибо. Пишите комментарии, как бы отвечу. Ну, может, что-то отдельное напишите. Спасибо.